Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что случится, что произойдет, события и неожиданности июля месяца. Вот давайте узнаем. Сегодня мы рассмотрим те вопросы, которые на протяжении июля, которые не вписываются в короткие рамки времени. Вот какие неожиданности вас ожидают от начала до конца в течение месяца. И у нас ретро-Плутон подсказывает куда-то не торопиться. Возможно, та тема, проблема, которая сформировалась на начало июня, но не все решается быстро, да? У нас две планеты в ретро-движении. Это всегда какое-то замедление, некоторое торможение. И вполне вероятно, что некоторые вопросы могут решиться только осенью. Ну и мы говорим, у нас ретро-Меркурий, это мы знаем. Это все хорошо, когда мы что-то с приставкой переделываем, переписываем, пересматриваем, как будто переговариваем. Имеется в виду как какой-то контакт, который договоренности, например, предварительной. Вот и мы никуда не торопимся, потому что ретро Меркурий находится в знаке зодиака Рак. И нас сопровождает добрыми энергиями для того, чтобы решить вопросы дома, семьи, любви, памяти. Именно там будут наши энергии и наши какие-то события происходить. Давайте узнаем. Итак, что внезапно для львов, что неожиданно, возможно, что вас удивит? С чем вы с таким эдаким столкнетесь? Ну и с кем это будет связано? К чему все идет, к чему быть готовым? Как изменится ваша жизнь? Ну и что прояснится в течение июля? А также, что уйдет, а возможно, вы завершите сами. Главное событие, чем запомнится вам, львы, июль месяц. И последняя карта, которую мы рассмотрим как и совет, или как ваш главный ресурс. В чем ваша сила? Итак, что же там для львов? Внезапно, неожиданно, возможно, стремительно. А ведь и правда стремительно. По тузу мечей это какая-то новость, вот буквально как разрезает пространство. Возможно, это будет связано с внешними событиями. Вот по этой карте внешние события, когда мы слышим что-то в средствах массовой информации. Где-то это может резонировать с вашими планами. Или заявление конкретного человека, я не исключаю, но это еще и, знаете, как поворотный какой-то момент, который будет означать одновременно, что заканчивается путаница. Но это потребует от вас однозначного решения. По тузу мечей мы вроде как выходим из жизненной путаницы или лабиринта, но это всегда сопряжено с тем, что однозначное решение, хотя я не могу сказать, что по ретро-Меркурию, ретро-Плутону, в принципе, это не время решений, но, может быть, это связано здесь больше, знаете, с решением кого-то, или та новость, которую вы услышите, она как заставляет не остаться равнодушным, не отмахнуться. Давайте несколько раскроем. По поводу чего, что же для вас стремительно, внезапно, неожиданно. Первое – это договоренности, второе – это деньги. Договоренности могут быть по работе, например, да, какие-то, значит, будут у вас вопросы, когда вам словно курс придется другой рассматривать. Возможно, действовать пока еще время не наступило, но вы можете узнать новость, когда понимаете, что еще пройдет какое-то количество времени, и у меня появляется как, новый шанс или новая возможность. Вот такое может быть, когда даже вы этого где-то не ожидали. Более того, поначалу это может выглядеть, как-то то, что вас как будто не устраивает. Или вам это не на 100% нравится. Возможно, сложится и иная ситуация. Будьте к этому готовы, когда вам придется договариваться. Но вы себе определенно скажете спасибо. Давайте еще одну карту. Здесь может быть конкретная, вот внимание, мои дорогие львы, конкретная какая-то задача с человеком, которая касается, не просто взаимоотношений. Шикарная же карта, особенно в этой колоде шестерка кубков. Взаимоотношения, любовь, дружба, какие-то контакты. Здесь могут быть и дальние родственники, буквально наши, как по крови, родственники. Могут быть даже люди, которые, как вхожи в ваш дом, принимают участие в вашей жизни. То есть вы знакомы.
И, видимо, такая конфигурация у кого-то сложится по отношениям, да. Но не только тут будут фигурировать отношения, но и одновременно финансовая какая-то либо ваша история, либо история у человека. Вот есть здесь какой-то контакт, и значит, с конкретным человеком будут связаны неожиданности, стремительности, какие-то перемены. Возможно, при разговоре вы что-то услышите такое, что действительно не могу от этого так отмахнуться, сказать, что нет, это мне показалось. Есть какая-то предпосылка, которая для вас как заканчивает лабиринт. И, скорее всего, придется как самого себя перенастроить. Как будто вот именно переиграть что-то. Что это такое? Выбор. Вы оказываетесь на выборе. Возможно, это та, опять же, новость, информация, когда вы понимаете, что вот пусть даже как какое-то дело, которое именно во взаимодействии с кем-то, оно близится к завершению. Но, видимо, будьте готовы к тому, что информационный поток какой-то вы будете получать, и этот выбор у вас, тем не менее, состоится. Более того, ну вот это как по судьбе, хочется сказать, старший аркан мир говорит о том, что, ну, вы, все шансы у вас на победу. У вас, знаете, даже что может быть? У кого-то это затянувшийся сценарий, правда? А у нас сейчас Хирон в Тельце. Это могут быть вопросы территории, личной жизни. Пусть это будут связаны вопросы с каким-то имуществом, движимым или недвижимым. Я такое могу предположить. Но, может быть, прежде хотели вы что-то осуществить, а не могли, как бы, потому как либо у вас буквально денег не хватало, ну вот так вот, да, или вам это была сумма неподъемна, а здесь все-таки пятерка пентаклей, да, ну вот есть какой-то затык-заминка, будем говорить, надеюсь, вы понимаете мой сленг. А здесь как будто эта ситуация выравнивается. Вот самое главное, стремится сама по себе к завершению. Вот смотрите, лабиринт жизненный заканчивается, а главное, финал. Стремится как история к финалу, к миролюбивому, может быть, соглашению, тем не менее. Но мы ждем, что вообще наступит мир, какие-то более добрые энергии будут царить вокруг нас. Но ведь по этой карте нет ничего невозможного. Вы можете с любым договориться, даже в каких-то сложных ситуациях, а для кого-то наоборот, как увильнуть от этой ситуации, закончить, да, какой-то вопрос, может быть, такой, знаете, болезненный, которым и не хотелось даже заниматься. Вот вам такие добрые энергии, это правда, Юпитер в вашем знаке зодиака уже как бы с конца июня, и для вас это как объявление прекрасного периода на последующие полгода, как минимум, вообще на год, но самые активными будут именно 6 месяцев. Будьте к этому готовы, как будто нам говорят, хочешь власти, пожалуйста, хочешь популярности, лавровый венок, пожалуйста, хочешь денег, тоже. Тут какая-то новая конфигурация, мои дорогие львы. Но, значит, все то, что случается, или то, что происходит в жизни людей, выстраивает и вашу жизнь в сторону благополучия и добрых перемен. С кем, с чем это связано, хотя нас тут уже предупредили, взаимодействие с конкретным человеком. Королева кубков, может быть, у кого-то из вас напрямую, либо действительно это родственники, у кого-то это могут быть люди, которые рождены под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеют там асцендент, например. Не все знают асцендент, но это карта любящего человека. Здесь могут быть все то, что я говорила, как и родственники, так и вот те друзья, близкие, контакты, с которыми есть общие планы. То есть конкретный человек. У кого-то ситуация, которая касается места жительства, я такое тоже не исключаю. А для кого-то это будет и одновременно, опять же, денежная история. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, вообще получение денег. Вот здесь и помощь может быть, с кем, с чем связана. Помощь конкретного человека в отношении вас. Когда выпадает шестерка пентаклей, это, знаете, буквально в вашу жизнь приходят деньги, но карта призывает сохранять, как будто деньги есть, деньги будут, мои дорогие львы, в течение июля. Но эта карта работает в одностороннем порядке. Вот опять же выбор, да, может быть это и работа. Иногда по этой карте мы говорим работа на дому. Или работа, которая вы рассматриваете, как может быть начальные какие-то шаги, да,
дополнительный заработок. Вот я такого тоже не исключаю. Ваша какая-то задумка. Возможно, по этой карте вот сам по себе финансовый интерес заставляет рассмотреть какие-то альтернативные варианты. Но мы говорим, с кем это связано? С деньгами и с конкретным человеком. Третья карта. К чему же это все идет? Ух ты, король мечей. Иногда эта карта говорит о людях, которые стоят по лестнице иерархии несколько выше, чем мы. Я говорю, чиновники обычно или официальные лица. Да, по этой карте идут и люди в погонах. И это погоны бывают абсолютно разные. Значит, какие-то такие контакты могут быть. У кого-то банально проиграется, как начальство на работе. Но у кого-то это тоже может быть как человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Может быть, есть какие-то и вопросы, юристы, адвокаты, врачи, то есть это люди узких специальностей, тоже проходят по этой карте, она очень емкая, потому что это карта эксперта, ну и поэтому к чему все идет, к чему быть готовым. Возможно, вам придется отправиться к этому юристу, адвокату или обратиться к узкому специалисту, или документ вам кому-то из вас нужно, да, оформить и знать, как в отношении вас работает закон. Может быть, это та новость, которую мы не можем просто на эмоциях принять, а нам нужно что-то сделать именно по закону, себя как обезопасить, увидеть на пару шагов вперед, к чему это действительно должно прийти. Вот будьте внимательны, тут холодная голова. И это касается, правда, где-то взаимоотношений и опять же денег. И, конечно, мы все разные, и вот эта тема может проиграться одинаково, как и в личной жизни, точно так же и в работе. Но очень такая добрая карта, емкая. Опять же, деньги есть, деньги будут. А даже для тех из вас, которые находятся в сложном положении финансовом, да, здесь, тем не менее, июль вам подарит добрые энергии, когда вам, действовать нам все-таки придется в неспешном порядке, да, более продуманно, более хладнокровно, но даже самую застарелую проблему, если не решить, мы говорим все-таки две ретро-планеты, да, тут не про скорость немножко в июле, то как минимум понимать, какие я буду делать, вы, конкретно ли вы, какие я буду предпринимать шаги в последующее время. Следующая карта, четвертая у нас, как изменится ваша жизнь. Ну вот сказать, мы говорили уже не раз, что вот прямо что-то очень быстро меняется. Но все-таки именно аркан повешенного вам выпадает на перемены. Вполне вероятно, изменится, если мы говорили, к чему быть готовым. Вот, кстати, только что я сказала, быстро что-то неосуществимо, да? Так вот, это может у кого-то проиграться с той ситуации, когда вы находитесь как раз в зависимой ситуации. Ведь это карта, когда мы в некоторой зависимости от конкретных людей или от обстановки, от обстоятельств. Поэтому будьте оптимистами, все карты вам об этом. Опять же, если какая-то проблема, тема, вопрос не решается быстро, то вполне вероятно, к окончанию периода ретрограда именно по Плутону, может быть, это до середины октября, я такого не исключаю, но как будто, значит, вопрос, тема, которая не может вот так в одночасье решиться, но у вас будет какой-то результат, и где-то карта «Мир» это тоже подтверждает. Вы как выходите из какой-то кабалы, мои дорогие львы, но это... Хоть вы и хотите быстрее, а тут как будто быстро не получится. Правда, вы выходите, постепенно завершается, если мы говорим, как изменится, да, вот что-то вы будете, как вот эту зависимость или какую-то в затяжку ситуацию завершается именно, и в этом будут означать ваши перемены. Потому что вот, видимо, то время июля для вас все расставить по местам. И пусть уже такой заключительный аккорд еще в некоторых темах вашей жизни не состоится в июле. Но поверьте, это все идет к тому, что точки над «и» вы определенно расставите. Так что же прояснится? Праздника карта. Здесь прояснятся взаимоотношения с конкретными третьими лицами. Такие могут присоединиться. Вы можете узнать новость. Вы можете узнать, ну пусть это не совсем тайна, но то, что
я не могу сказать по этой карте, что кто-то нарочито скрывал. Но вы могли чего-то не замечать. Здесь могут раскрыться как глаза, потому что по тройке кубков не всегда только праздник, а это как третий фактор, и третье лицо. Стало быть, мы чего-то могли прежде не видеть, и это будет именно проясняться, что же это такое. А ведь и правда, взаимоотношения с конкретным человеком, у нас пара выпала, поэтому тут личная жизнь, вопросы. Ну, посмотрите, вопросы, связанные с детьми, особенно для тех людей, которые в паре. Ну, а если не в паре, знакомство может состояться. Ну, понятно, что если мы словно сидим, да, в каком-то замкнутом пространстве и не хотим ничего предпринимать, мы все разные, мои дорогие, а все-таки расклад общий. Вот выберите из нашего расклада лишь то, что откликается в вашей душе. Все 4 карты практически говорят о каком-то празднике или о каком-то очень добром событии, которое касается именно ваших близких или вашей личной жизни, вашей личности, в знаках внимания по отношению к вам, вопросы дома, мои дорогие, место пребывания, проживания, может быть, составление каких-то очень важных документов или постепенного завершения, опять же, каких-то вопросов, которые вас в конечном итоге делают более уверенными в завтрашнем дне, ведь это всегда карта якоря, стабильности. Даже если приходится некоторый выбор делать, то вы как будто будете четко знать это направление. Вот какая-то ситуация не просто постепенно стремится к завершению. И пусть это идет как в своем временном графике, мои дорогие. Не сетуйте на судьбу, правда. Здесь как-то очень так вот по-мягкому, по-доброму сама судьба стремится, ну, как и вас где-то обезопасить, правда. Но создать для вас наиболее удобный фарватер для осуществления вашей мечты или ваших задуманных планов. Очень добрая энергия, это так на самом деле. Ну а что же уйдет или что вы будете завершать именно сами? Вот пусть уходит. По этой карте это точно. Карта искаженного восприятия. Видимо, такой выбор у вас стоит, что будьте к этому готовы. То, что вы видели прежде или считали, ну, это совершенно необходимо или это очень важно, это будет пересмотрено. То, что было важно вчера, сегодня уже вообще не имеет никакого значения. И вы понимаете, что я тут зря, допустим, долго думала о чем-то, или я себе мог что-либо представлять, предполагать. Вот такие метаморфозы тоже будут. У нас как на что-то глаза открываются. Я вот только что об этом говорила. Так что же, уйдет или вы завершите сами? Вот какие-то манипуляции уходят, хочется сказать. Вообще карта мага может свидетельствовать о том, что вам действительно придется какую-то тему переиграть, пересмотреть. Это ведь и ваши какие-то энергии могут быть, когда вы будете, правда, корректировать собственные планы. И карта может говорить, ведь магом не рождаются, магами становятся. И все то, что с приставкой перья, как я говорила еще до карт, ретро-меркурий, вам много, возможно, некоторых вопросов придется пересмотреть, переделать, от некоторых позиций отказаться, но это для вас как становление мага. Хорошее настроение, радость. Здесь, знаете, у кого-то из вас, я не утверждаю, что для всех, что завершится. Будут те темы, ну, я вот не склонна так думать, да, но тут могут быть именно те темы, когда вы думали, что вам придется чем-то заниматься. Вы даже для себя составили, ну, некоторый график. А тут, знаете, как что-то за ненадобностью будет само отпадать. Возможно, это вот достаточно получения информации вам, и вы понимаете, что некоторые пункты в вашей жизни не имеют уже никакого значения. Я бы сказала, что уходит путаница из вашей жизни, уходит, а на смену приходит радость и возможности. Главное событие, чем запомнится июль месяц. Подготовка у кого-то к путешествию, у кого-то первые шаги в новом направлении, у кого-то может проиграться как новая должность, или та должность, возможно, которую вы получаете еще не в июле, но видите, что
а предпосылки уже есть. Может быть, это вы с какой-то высокопоставленной персоной через работу или какие-то темы, которые могут касаться, возможно, даже вашего жилья или денег, или какие-то важные согласования, важные бумаги. Так вот, при разговоре вы поймете, что вот прямо сейчас в июле возможностей нет, а может быть чуть позже, август, мои дорогие, возможно, вот и будет, или сентябрь, у вас как раз какой-то план будет осуществляться. Именно осуществляться и еще не завершаться, потому что по этой карте это как продолжение следует. Карта заслуженного успеха, которая говорит о том, что нам все же предстоит пройти еще какой-то путь. Но вот именно как поворотный момент, то есть дорога к успеху. Вот этим вам запомнится июль. Меняется как конфигурация высших сил, меняется конфигурация вашей судьбы, совершенно другие энергии входят в вашу жизнь. Вас, как знаете, словно ангелы берут за руку и пытаются вас привести наиболее радостным путем или наиболее безопасной какой-то дорожкой. Слушайте свою интуицию, у вас выпадает карта мага. Здесь могут у нас происходить события, когда пока еще что-то не решено, как я говорила, да? И вроде бы внешне предпосылок к этому нет. Или могут быть предпосылки совершенно в обратных энергиях. А здесь так еще будет все перестраиваться, когда потом вы себе скажете впоследствии, надо же, как все обернулось. Будьте к этому готовы. Ну и в чем же ваша сила, мои дорогие? Вот ваша сила в том, что как будто мы поднимаемся и берем этот кубок. Ваша сила в том, что вы что-то сделаете совершенно не так, как делали прежде. Здесь будут те вопросы, когда вам буквально придется действовать, может быть, но не так, как вы это предполагали прежде. В этом будет сила. Как будто не упустить, опять же, какой-то шанс. Вот будьте к этому, да, это вам судьба буквально посылает, и для кого-то эта карта будет означать получение новой должности, согласование важных документов, договариваться, это тоже в этом ваша сила, мои дорогие, а и правда тут и планетарно тоже так происходит. Вот смотрите, начало июля Венера вообще в вашем знаке зодиака, она вас делает неотразимыми. Значит, как и вопросы личной жизни, это для вас тоже важно, потому что вы как привлекаете к себе внимание, привлекаете к себе, тут и познакомиться у кого-то можно, правда? Да причем эти знакомства могут быть, знаете, с теми людьми, которые находятся на другой ступени лестницы иерархии. Здесь сама судьба на смену какому-то разочарованию. Или когда прежде вы с чем-то не могли, не было как будто ресурсов в ваших руках правильно провзаимодействовать. Вот эта ситуация меняется. И июль месяц у нас в таких именно энергиях, которые, не призывают нас к спешке. Есть то, что движется вперед, но что-то еще пока требует возвращения и правильных слов, правильных мыслей. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.